Задолго до того, как имя Исаака Ньютона стало символом науки, он был маленьким мальчиком, в котором кипела обида и одиночество. Его отец умер еще до его рождения, а мать, когда Исааку было всего 3 года, вышла замуж повторно и уехала жить в другой дом, оставив сына на попечение бабушки и дедушки. Для ребенка это было не просто разлукой, это стало предательством, которое он пронес через всю жизнь. Позже, уже взрослым, Ньютон записал свои детские грехи. Среди них фраза «угрожал отцу и матери Смит сжечь их и дом над ними». Это не просто вспышка детского гнева, это крик ребенка, оставленного без любви. Психологи позже скажут, что именно это раннее чувство изоляции стало его внутренним двигателем. Он не искал друзей, он искал контроль и всю жизнь пытался доказать, что может управлять даже силами природы. С тех пор он словно выстроил вокруг себя стену из знаний, не подпуская никого слишком близко. Мир видел в нем великого ученого. Но внутри него жил тот же мальчик, который когда-то обещал сжечь дом своих родителей. Иногда гений рождается не из вдохновения, а из боли. И Ньютон был живым тому доказательством. А однажды эта боль привела его к эксперименту, от которого у любого нормального человека кровь стынет в жилах. В 20-е годы жизни Ньютон проводил опыты, граничащие с безумием. Он хотел понять природу света и цвета, но вместо того, чтобы просто наблюдать, он решил использовать собственное тело как лабораторию. С помощью обычной швейной иглы он аккуратно просунул ее в угол своего глаза и начал двигать, наблюдая, как меняется восприятие цвета и света. Он записал все в своих заметках с холодной научной точностью, как будто это был опыт на куске металла, а не на себе. Трудно представить, сколько боли он испытал, но этот жуткий эксперимент помог ему сделать первый шаг к открытию природы света. Позже он докажет, что белый свет — это смесь всех цветов радуги. Но уже тогда стало ясно, Ньютон был готов на все ради истины, его не останавливала боль, страх или даже риск ослепнуть. Для него человек был всего лишь инструментом, даже если этим человеком был он сам. Те, кто знал его, говорили, что после этих опытов он стал еще более замкнутым. Словно однажды, заглянув в собственные глаза, он увидел там что-то, что нельзя было забыть. Научный мир и представить не мог, что человек, открывший законы движения планет, тайно проводил ночи над древними рецептами алхимиков. Целых 25 лет Ньютон посвятил поискам философского камня, легендарного вещества, которое якобы превращает металл в золото и дарует вечную жизнь. Он переписывал старинные формулы, смешивал ртуть, свинец и серу, создавая сотни опасных соединений. Его лаборатория была наполнена парами, от которых мутился разум. После смерти в его волосах нашли следы ртути. Это объясняет, почему в 90-х он пережил тяжелый нервный срыв. В письмах того времени он обвинял друзей в заговорах, страдал от бессонницы и мании преследования. Но алхимия для Ньютона не была просто поиском богатства. Он считал, что за металлами скрыт божественный замысел, тайна, которую можно разгадать только через науку и веру. Он хотел стать тем, кто расшифрует сам язык Бога. Ньютон был не просто ученым, он был человеком, пытавшимся превзойти природу. И, как всегда, его борьба с неизвестным привела к новой войне, на этот раз с другим гением, который тоже претендовал на открытие века. Когда немецкий математик Готфрид Лейбниц опубликовал труды по исчислению, научный мир взорвался. Ньютон заявил, что разработал это задолго до него, просто не публиковал результаты. Лейбниц, уверенный в своем, обвинил Ньютона в воровстве идей. Началась одна из самых ожесточенных интеллектуальных войн в истории. Все усугублялось тем, что к этому моменту Ньютон возглавлял Лондонское королевское общество, самую влиятельную научную организацию своего времени. Он использовал власть, чтобы направить расследование в свою пользу. В итоге общество признало, что честь открытия принадлежит Ньютону, хотя сегодня историки сходятся во мнении, оба пришли к идее независимо. Но для Ньютона это была не просто научная битва, это была борьба за бессмертие. Он не мог позволить, чтобы кто-то другой разделил славу открытия, за которое он пожертвовал собой. С тех пор он стал еще более закрытым и подозрительным. И постепенно тот блестящий ум, что когда-то смотрел в небо, все чаще обращался к Библии, ища там ответы на вопросы, которые не могла дать даже математика. История Исаака Ньютона начинается не с гения, а с почти мертвого ребенка. Когда он появился на свет, в сочельник 1642 он был настолько слаб и крошечен, что, по словам родственников, мог поместиться в кружке. Никто не верил, что он доживет хотя бы до утра. Но он выжил, вопреки всему. Это рождение, будто нарушившее законы природы, предвосхитило всю его жизнь. Мать Ханна Эйскоу была простой женщиной, а отец, крестьянин, умер за 3 месяца до рождения сына. Исаак рос среди людей, для которых книги были недостижимой роскошью, но именно этот мальчик позже напишет труды, изменившие ход человеческой мысли.
Его детство проходило в деревне Вулсторп в графстве Линкольншир, среди полей и ветров. Он наблюдал, как мир движется по своим невидимым правилам и, возможно, уже тогда задавал себе вопрос, почему яблоко падает вниз, а не вверх. Жизнь дала ему второе дыхание, шанс, который он не имел права упустить. И, похоже, Ньютон с детства понимал, если судьба оставила его в живых, значит, за это нужно расплатиться. И расплачивался он трудом, который со временем превратится в одержимость. Вскоре эта одержимость столкнется с другой силой, материнской волей, которая почти разрушила его будущее. Когда Исааку исполнилось 17, мать решила, что ему пора оставить школу и заняться фермерством. Для нее это был естественный выбор. Земля кормила семью. Но для Ньютона это звучало как приговор. Он ненавидел запах сырой почвы, тяжелый труд и отсутствие смысла в бесконечном копании в земле. Его мысли уже жили где-то в другом мире чисел и звезд. Он тайком писал заметки, строил маленькие механизмы и солнечные часы. Учитель заметил его способности и буквально вымолвил у матери разрешение вернуть Исаака в школу. Так судьба подарила ему второй шанс. Его учеба в Кембридже началась не блестяще. Он был беден, служил богатым студентам, чтобы платить за жилье и книги. Но уже тогда в его записях появляются фразы, которые выдают его характер. На латинском он пишет: «Платон мой друг, Аристотель мой друг, но лучший друг — истина». Каждым годом в нем росло презрение к авторитетам. Он был уверен, что сможет доказать все сам. И доказал. Но за этот дар он заплатит дорогую цену — одиночеством, изоляцией и множеством врагов. Тогда он еще не знал, что однажды будет читать лекции пустому залу. Когда Ньютон стал профессором, он получил одну из самых престижных кафедр Европы — Лукасиевскую профессорскую должность. Это звание позже получит Стивен Хокинг. Но, как ни парадоксально, Ньютон не любил преподавание. Его тянуло не к людям, а к идеям. Существует история, ставшая легендой. Однажды он пришел читать лекцию и обнаружил, что никто из студентов не пришел. Вместо того, чтобы уйти, он спокойно начал лекцию и читал ее пустой аудитории. Это был не жест гордости. Это был поступок человека, которому аудитория не нужна. Ему нужен был только разум. Ньютон часто забывал есть, не замечал времени, мог работать несколько дней подряд без отдыха. Современники говорили, что он будто жил вне человеческих законов. В его мире не существовало ни сна, ни друзей, ни радости, только формулы и свет. Впрочем, именно в этот период он напишет труд, который изменит не просто науку, а саму логику Вселенной. Но прежде чем его слава взлетит, он должен будет решить, где проходит граница между божественным и физическим. В Кембридже Ньютон изучал труды древних философов — Платона, Аристотеля, Эвклида. Но чем больше он читал, тем сильнее сомневался. Он записал в своем дневнике: «Я должен искать истину, а не слова других». Эта фраза стала его внутренним законом. Он отвергал все, что нельзя было доказать. Мир, по его мнению, должен подчиняться четким математическим принципам. Но именно эта страсть к истине сделала его опасно близким к границе, где разум превращается в манию. Он спорил с коллегами, критиковал учеников, презирал посредственность. Ньютон не терпел ошибок, ни своих, ни чужих. Его убежденность была столь сильной, что он нередко оставался один против всего научного сообщества. Однако эта бескомпромиссность позволила ему сделать невозможное. Когда мир верил, что свет — это смесь черного и белого, он доказал обратное. И сделал это не теорией, а опытом, который потряс современников. На дворе было 66-е. Ньютон сидел у окна своего дома в Вулсторпе, когда солнечный луч пробился сквозь щель. Он направил через него стеклянную призму и увидел на стене полоску света, распавшуюся на 7 цветов. Этот момент стал откровением. Белый свет оказался не простым, а сложным, состоящим из множества оттенков, которые объединяются в единую волну. Он провел десятки опытов, чтобы убедиться, что это не ошибка. В эпоху, когда наука еще плелась за философией, он показал, что свет — это физическое явление, подчиненное законам. Так родилась оптика, как наука. Чтобы доказать свой эксперимент, он даже построил телескоп нового типа, не преломляющий, а отражающий. В нем использовались зеркала, а не линзы, и изображение стало намного четче. Этот телескоп положил начало современной астрономии, но за этим открытием скрывалась другая история. Ньютон стал публичным. Его открытия начали обсуждать, критиковать, анализировать. А он этого терпеть не мог. Слава приносила ему не радость, а боль. Он снова замкнулся в себе. И чем глубже уходил в тень, тем ближе подходил к области, куда наука еще не смела заглядывать. К Библии и тайным пророчествам. Слава, которой он так боялся, все же настигла Ньютона. После публикации первых трудов о свете и движении начались споры. Ученые требовали объяснений, приглашали на публичные обсуждения, требовали доказательств. Для любого другого человека это была бы возможность блеснуть. Для Ньютона — пытка. Он ненавидел публичность. Он не мог переносить, когда кто-то трогает его идеи, даже если с восхищением. Ньютон стал скрытным, болезненно ревнивым к своим открытиям.
Он прятал рукописи, не публиковал работы, а в письмах признавался, что не хочет быть пищей для мелких умов. С годами он все больше превращался в отшельника, работающего в тишине и страхе, что кто-то украдет его мысли. Он был гением, но жил как человек, преследуемый собственным умом. Эта изоляция, сначала добровольная, позже стала тюрьмой, из которой он не мог выйти. Когда другие ученые спорили на собраниях, Ньютон молча строил вселенные в голове. Но даже там его ожидал враг, он сам. И чем больше он отдалялся от мира науки, тем чаще заглядывал в другое, куда более опасное царство. Царство веры, пророчеств и конца света. Мало кто знал, что почти половину своей жизни Ньютон посвятил не физике, а Библии. Он был уверен, что священные тексты содержат шифр, который объясняет устройство мира. Он тщательно изучал древние языки, сопоставлял числа, вычислял даты и пришел к выводу, что конец света должен наступить в 21 веке, примерно в 60, возможно, чуть позже. Для современников эти исследования были слишком странными, и он их скрывал. Только после его смерти в 1936-м на аукционе Сотбис были найдены тысячи страниц его религиозных записей. 7,5 тысяч страниц, написанных его рукой. В них он отвергал догму Троицы и верил, что Бог един, но природа его проявлений может быть объяснена законами. Для него наука и вера не противоречили друг другу. Они были двумя сторонами одной истины. Он считал, что изучая движение звезд, он приближается к Творцу. Однако изоляция, страх и физическое истощение постепенно подталкивали его к грани. Вскоре эта грань рухнет, и мир узнает о безумии, в которое он погрузился. Когда Ньютон стал достаточно известен, его избрали в парламент как представителя Кембриджского университета. Казалось, это шанс для ученого повлиять на судьбу страны. Но на деле это оказалось совершенно не его миром. Он сидел на заседаниях, молчал, записывал что-то в тетрадь и, как позже говорили, единственное, что он произнес за все время службы, просьбу закрыть окно, потому что дуло. Этот эпизод стал символом его сущности. Человек, мыслящий масштабами космоса, не мог общаться с людьми в обычных категориях. Он не интересовался политикой, властью или богатством. Ему была нужна только тишина и возможность работать. Но жизнь заставила его еще раз выйти на сцену, где от его решений зависела уже не наука, а жизнь других людей. Когда его пригласили в Королевский монетный двор, он должен был защищать государство от подделок и обмана. Он справился, но слишком жестко. К концу 90-х, когда Ньютону было за 50, его разум начал давать трещины. Он перестал спать, писал бессвязные письма, обвинял друзей и коллег в заговоре. Его мучили кошмары и навязчивые мысли. Сегодня мы знаем, что в его теле накопились смертельно опасные дозы ртути, следствие долгих лет алхимических опытов. Отравленный металл разрушал его мозг. Он чувствовал, как теряет себя, и именно это пугало его сильнее всего. Для человека, всю жизнь стремившегося к контролю, потеря разума была худшим наказанием. Около 1,5 лет он находился в глубокой депрессии, почти не выходя из комнаты. Но, как ни странно, он сумел восстановиться. Когда тьма начала отступать, Ньютон покинул Кембридж и переехал в Лондон. Он был другим человеком, холодным, сосредоточенным, но уже без внутреннего огня. Теперь вместо формул и экспериментов его ждал совершенно иной фронт. Там, где закон Ньютона сталкивался с законом человеческим. В Лондоне Ньютон получил должность смотрителя монетного двора, а позже стал его управляющим. Это была не просто административная работа. Британия тогда страдала от подделок монет, и экономика рушилась. Ньютон подошел к делу как ученый. Он стандартизировал процесс чеканки, ввел строгий контроль за металлами и собственноручно расследовал дела о фальшивомонетчиках. Он лично допрашивал подозреваемых, собирал улики, устраивал ловушки. Известно, что десятки людей были осуждены, а некоторые казнены по его делам. Для того, кто открыл тайны Вселенной, Ньютон проявлял поразительную жестокость к тем, кто нарушал земные законы. Он стал символом порядка, но те, кто знал его близко, говорили, что это уже не тот Ньютон, что когда-то видел радугу в свете. Теперь он был холоден, словно сама сталь, из которой чеканились монеты. И вскоре эта сталь обратится против его старого врага, человека, чье имя он решил стереть из памяти человечества. Одной из самых темных страниц в жизни Ньютона стала его многолетняя вражда с Робертом Гуком, блестящим ученым, который еще до Ньютона формулировал идеи, близкие к теории гравитации. Гук утверждал, что дал Ньютону толчок к его открытиям, но тот никогда этого не признавал. Когда Ньютон стал президентом Королевского общества, он использовал свою власть, чтобы стереть имя Гука из истории. После смерти Гука исчез единственный прижизненный портрет ученого. Некоторые предполагают, что Ньютон лично уничтожил его, чтобы никто не запомнил лицо человека, с которым он боролся всю жизнь. Официальных доказательств нет, но результат очевиден. В музеях и книгах того времени ни одного изображения Гука. Он стал теневым героем науки, о котором старались не вспоминать. А Ньютон, добившись власти, стал не просто ученым, а архитектором научной памяти. Он не терпел конкуренции, и если кто-то пытался претендовать на его славу, он вычеркивал его из уравнения.
И при этом оставался один. Человек, который видел дальше всех, но так и не научился смотреть людям в глаза. Ньютон никогда не был женат. В его жизни не было романтических отношений, страсти или семьи. Некоторые современники считали, что он был равнодушен к любви, другие, что он просто не доверял никому. Он жил в мире формул и вычислений, где эмоции были лишними. Ему было проще общаться с книгами, чем с людьми. Его близкие друзья были редкостью и всегда на дистанции. Он умел слушать звезды, но не умел говорить с людьми. Для него отношения были отвлекающим фактором, слабостью, на которую он не мог себе позволить потратить время. Все силы уходили в работу, в бесконечные расчеты, в поиски истины. Даже когда его слава достигла пика, он оставался замкнутым и отстраненным. Быть может, именно в этом и кроется его величие и его трагедия. Он стал гением не благодаря любви, а вопреки ее отсутствию. Но даже в полной изоляции он находил способ оставить миру нечто удивительное, даже в стихах. Несмотря на холодный разум, Ньютон вдохновлял поэтов. Его открытия стали не только научными триумфами, но и философскими символами эпохи. Самое знаменитое посвящение ему написал английский поэт Александр Поуп. Природа и ее законы были сокрыты во тьме. Бог сказал: «Да будет Ньютон», и стало светло. Эта короткая эпитафия стала поэтическим отражением сути Ньютона. Он разогнал тьму невежества и показал, что Вселенную можно понять. Его труды стали основой для целого столетия научных революций. Хотя сам он не писал стихов, в его рукописях можно найти отрывки, где рациональность переплетается с мистикой. Он описывал Вселенную как книгу, которую можно читать, если знать язык математики. Наука в его понимании была не просто инструментом, это была форма поэзии, где каждая формула — строка, а каждая теория — глава великой книги. И эта книга закончилась одной из самых редких наград, которую может получить человек науки. В начале XVIII века королева Анна официально посвятила Ньютона в рыцари. Он стал сэром Исааком Ньютоном, первый ученый, удостоенный такого титула за заслуги перед наукой, а не за военные подвиги. Это был жест признания. Человек, который изменил физику, математику, экономику и даже металлургию, заслужил вечную славу. Во время церемонии на него надели рыцарский плащ, и этот образ ученого-рыцаря остался в памяти поколений. Но сам Ньютон воспринял это без особого восторга. Для него это был не пик, а просто очередной этап. Его интересовали не почести, а тайны Вселенной. Он не стремился к власти, но, получив ее, умел использовать. Он не искал любви, но оставил потомкам самое главное — знание. Рыцарь без меча, но с формулами. Воин, побеждавший не людей, а законы природы. И когда его путь подошел к концу, все завершилось удивительно тихо. Ньютон умер во сне в марте 17-27. Его похоронили в Вестминстерском аббатстве, рядом с королями и поэтами. Надгробие гласит: «Здесь покоится то, что было смертным в Исааке Ньютоне». Тысячи людей пришли попрощаться с человеком, чьи идеи изменили мир. Но по-настоящему его наследие не в камне и не в надписях. Оно в каждой ракете, что взмывает в небо. В каждом спутнике, что держится на орбите. В каждом яблоке, что падает на землю. Он жил в одиночестве, был гением и отшельником. Искал истину, но боялся славы. Строил мосты между наукой и верой. И, возможно, понял о мире больше, чем кто-либо до него. Его жизнь была полна света и все же закончилась в тишине. Как будто сам Бог снова сказал: «Да будет свет», и убрал Ньютона из тьмы. Задолго до славы и рыцарских титулов Ньютон был просто мальчиком с бесконечным любопытством. В один из дней он построил простейший инструмент для наблюдения за солнечным затмением, без линз, только с помощью зеркала. Такое зеркало проецировало изображение Солнца на стену, и он мог изучать затмение, не повредив глаза. Для 60-х годов 17-го столетия это был поразительный уровень осторожности и инженерной мысли. Большинство людей просто смотрели в небо, рискуя ослепнуть. А он, подросток, понимал природу света и безопасность наблюдений. Этот случай стал первым зарегистрированным научным экспериментом Ньютона, задолго до Кембриджа, до гравитации и дифференциалов. Он не просто мечтал, он проверял, строил, фиксировал. Наука для него началась не с формул, а с наблюдения за светом на стене. Этот свет он потом перенесет во все свои труды. Когда Ньютон открыл, что свет состоит из множества цветов, его теории подверглись резкой критике. Ученые не верили, что белый свет может быть составным. Чтобы доказать свою правоту, он создал один из первых в мире зеркальных телескопов. Это был инженерный прорыв. До него телескопы строились с линзами, которые искажали цвета и давали размытое изображение. Ньютон заменил линзу на вогнутое зеркало и получил намного более точную картинку. Он сам выточил зеркала, спроектировал конструкцию и продемонстрировал ее королевскому обществу. Там он получил признание. Телескоп стал материальным доказательством его идей. Это не была просто теория на бумаге. Он превратил свет в машину. И это впервые сделало его знаменитым в научной среде. Но, как всегда, вместо радости он почувствовал страх. Теперь за ним следили, его начали обсуждать. И снова он ушел в тень. Есть один странный факт.
При жизни Ньютон почти никогда не позировал художником. Лишь в старости он согласился на несколько портретов, но в молодости избегал изображения своей внешности. В то время портрет был символом статуса, признания, почти как фотография в наши дни. Почему он отказывался? Возможно, не хотел отвлекаться от работы. А возможно, не хотел, чтобы мир знал, как он выглядит. Он стремился к вечности, но не к славе. Он хотел, чтобы запомнили не лицо, а формулу. Не глаза, а телескоп. В итоге о нем осталась масса текстов, сотни рисунков инструментов, тысячи формул, но почти нет изображения молодого Ньютона. Как будто он сам стер себя из кадра, оставив лишь расчеты.